Многие люди почему-то думают, что просветленные, мистики, маги, йоги, эзотерики – это такие ребята, которые сидят в пещерах, светятся, едят воздух, какую-то там прану и разговаривают с богами. А знаете, что про них говорит наука? Они берут этих йогов, которые по 40 лет сидят и медитируют, и подключают их к приборам. Электроэнцефалографы, томографы и всякие там другие хитрые штуки. И смотрят, что там у них в голове происходит. А происходит много чего. Много чего интересного. Но не то, что все думают. Никакого третьего глаза. Никакой астральной проекции, в том смысле, в каком ее продают на курсах за деньги. Но есть кое-что другое. И это другое реально работает. Настолько работает, что армия США тратит на это миллионы долларов в год. Да-да, вы не ослышались. Военные исследуют медитацию. И не просто исследуют, а пытаются создать сверхсолдат, которые не боятся смерти, не боятся боли. А есть еще одна такая молекула, называется DMT. Диэтиламид-триптамин. И он вырабатывается в нашем собственном мозгу, в шишковидной железе, той самой, которую Декарт называл вместилищем души. И есть, к слову, теория. Во время глубокой медитации, во время перепросмотра жизни, во время выхода из тела, сновидений, наш гипофиз начинает выделять эту штуку. Ту самую штуку, ту самую молекулу под названием ДМТ в буквальном смысле. Наш организм производит этот психоделик, причем легально, бесплатно и без побочных эффектов. Но все это цветочки, потому что есть закрытые институты, которые изучают все это. Причем изучают это в таких местах, куда лично нас, простых смертных, даже с собакой не пустят. И об этом молчок, тишина. Вот смотрите, есть исследование Австралийского института, 2025 год, самый свежачок. Взяли 92 человека, и половина из них медитирует, там несколько месяцев, а вторая половина – это обычные люди, которые медитацию только в кино видели, и подключили их к электроэнцефалографу. И знаете, что они там увидели? Первое. У медитирующих тета-активность выше, чем у обычных людей. Тета-волны – это внимание, рабочая память и концентрация. И у них эти зоны работают как часы, как механизм. Второе. Альфа-активность у медитирующих людей выше, особенно в лобных долях головного мозга. А это значит, что они лучше отсекают из своей жизни все лишнее. И у них в голове не бегают тараканы, у них там тишина. Третье. Гамма-активность тоже выше. А гамма-волны – это высшие мыслительные функции. Интеллект, интеграция информации и нейропластичность. И мозг таких людей реально меняется. И главное, чем дольше человек медитирует, тем сильнее эти изменения. И это никакая не магия. Это физиология. А теперь еще раз давайте. Военные. 2018 год. Армия США. Исследовательская лаборатория в Адельфи. Это Мэриленд. И они взяли группу людей и подключили их к приборам, которые измеряют верибитабельность сердечного ритма. И заставили их медитировать. Две группы. Одни делали йогу, а другие делали ян-цигун. И знаете, что они обнаружили? Они нашли способ количественно измерить снижение стресса от медитации. Причем в цифрах, в формулах и в математических моделях.
Более того, они выяснили, что у медитирующих появляется сильный исполнительный контроль. Некая такая внутренняя ответственность. То есть способность выполнять сложные задачи, сохраняя при этом холодную голову, без всякой эмоциональности. Даже под пулями и взрывами гранат. Даже в бою. Армия США тратит миллионы долларов в год на исследования, вдумайтесь, медитаций. И не потому, что они хотят там какого-то просветления, а потому что хотят создавать солдат, которые не дергаются в бою, которые ничего не боятся, которые могут неделями сидеть в засаде и не сходить при этом с ума. И это только то, о чем говорят открыто. А теперь представьте, что они изучают в закрытых лабораториях и не говорят об этом. Я не конспиролог, я просто собираю информацию. И то, что я нашел, это никакие не сказочки и не шуточки. И если ты хочешь знать, что реально происходит в головах просветленных и в закрытых военных институтах, которые изучают сознание, подписывайся. Здесь мы разбираем духовные практики без розовых очков. ДМТ, военные технологии, секретные лаборатории. И только факты, только правда, от которых у эзотериков пригорает немного, а у военных просто горят глаза. Тик-так, тик-так. Информация течет как поток. И вопрос заключается ли в том, успеешь ли ты ее услышать. Подписывайся. Есть такой ученый Рик Страсман, психиатр. И в 90-х он проводил эксперименты с ДМТ. Водил его добровольцем и смотрел, что с ними происходит. И он все это описал в книге «ДМТ. Молекула духа». И знаешь, что говорят сами испытуемые? Они говорят, что у них были выходы в другие реальности, в другие миры, встречи с неорганическими, нечеловеческими существами, путешествия вне тела, которых никак нельзя подтвердить. Якобы научно, но подтверждено в закрытых научных институтах. Они рассказывают про миры, которых нет на картах, но карты которых есть, опять же, в закрытых научных институтах. А теперь вопрос. Если ДМТ вырабатывается в самом мозге, значит ли это, что каждый из нас может достигать точно таких же состояний, без каких-либо наркотиков, просто через практику? И ответ прост. Есть теория, есть разговоры, а есть глубокая медитация, что может стимулировать шишковидную железу и влиять на выработку эндогенных веществ, включая ДМТ. Но проблема только в одном. Научных исследований, которые говорят об этом прямо и подтверждают ДМТ и его выделение во время медитации, нет в широком доступе для масс. Якобы недостаточно данных, слишком сложно измерить или об этом просто нельзя рассказывать. Вот, кстати, что наука подтвердила железобетонно. В 1998 году испанские ученые исследовали людей, практикующих трансцендентальную медитацию. И вот что они обнаружили. У них меняется циркадный ритм гормонов. АКТГ и бета-эндорфин ведут себя не так, как у обычных людей. Второе, медитация реально влияет на гипоталамус, на гипофиз и на надпочечники. И это система, которая управляет стрессом, старением, гормонами. Третье,
В 2026 году ученые из Международного университета Махариши обнаружили, что у медитирующих подавляются гены, связанные с воспалением и старением на клеточном уровне. Медитация замедляет старение, омолаживает организм на молекулярном уровне. Понимаете? Это никакая не эзотерика. Это генетика. Это физиология, и это реальные изменения в теле человека. А дальше больше, дальше еще интереснее. Итальянские ученые взяли 12 буддистских монахов, настоящих монахов, из монастыря, которые медитировали больше 15 тысяч часов. Подключили их к магнитному какому-то там аппарату и смотрели на два типа медитации. Самадха – это концентрация на одном объекте, например, на дыхании. И второе – випассана – это свободное наблюдение за всем, что происходит. И знаете, что они выяснили? Самадха делает нейронные связи человека стабильными. Мозг работает четко, как часы, а концентрация внимания просто зверская. Отличается просто категорично и абсолютно от обычных людей. Випассана приводит мозг в состояние, которое физики называют критическим мышлением, где происходит оптимальный баланс между хаосом и порядком. Мозг становится гибким и быстро может переключаться, адаптируется к абсолютно любым изменениям. И это состояние, оно ближе всего к тому, что называют просветлением. Когда ты можешь быть максимально сосредоточенным и расслабленным одновременно. Когда твой мозг работает на максималках, без перенапряжения. Теперь давайте еще раз про армию. Я уже упоминал проводящиеся исследования в 2018 году. Армейская исследовательская лаборатория США разработала метод измерения стресса через изменение сердечного ритма. Но самое интересное – это их долгосрочная цель. Цитата из отчета. Многие военные историки считают, что сражения, бои и даже войны выигрываются или проигрываются в сознании воина задолго до начала физического конфликта. Знаете, чему они научились? Они научились контролировать стресс солдата. И научились предотвращать ПТСР. Они научились создавать бойцов, которые не ломаются психически. Потому что их исследования показали, долгосрочная практика медитации делает физиологические изменения испытуемого постоянными. То есть, если ты год медитировал, то твой мозг изменяется навсегда. А теперь представьте себе, что эти технологии применяют не для лечения, а для создания сверхлюдей. Солдат, которые не чувствуют страха, не чувствуют боли. Солдат, которые могут сутками сидеть в засаде. Солдат, которых развиваются. И у которых не развивается ПТСР после убийства. И это никакая не фантастика. Это уже реальные разработки. А теперь еще более интересное. То, что существует на самом деле, но о чем не говорят в новостях. В России есть организация. Называется «Автономная некоммерческая организация. Научно-исследовательский институт изучения возможностей подсознания». Зарегистрирована в Казани в 2017 году. И основной вид деятельности – внимание! Научные исследования в области естественных и технических наук. Институт изучения возможностей подсознания. Звучит как название фильма про шпионов. Что они там изучают? Какие возможности подсознания? Экстрасенсорику, телепатию, ясновидение, выходы из тела, выходы в астрал. Данных нет. Их просто не существует. Организация существует. Существует финансовая отчетность. Но непрозрачная, конечно. А вот, например, в 2024 году у них даже было арбитражное дело на 2 миллиона в суде. Но на минуточку.
Нет никаких данных о их исследованиях. И это только одна организация. А сколько таких организаций, на минуточку, по миру? Ну, в США, в Китае, в Европе. А вот еще одна. Москва. Автономная некоммерческая организация «Институт сознания». Как звучит, правда? Зарегистрирована, кстати, совсем недавно, в 2019 году. Научно-исследовательский институт изучения сознания личности. Звучит красиво. Основной вид деятельности – научные исследования в области общественных и гуманитарных наук. Что они там исследуют? Ну, как работает сознание? Ну, как выходить, например, за его пределы, как, так сказать, достигать измененных состояний сознания. Нет никакой отчетности. Нет никаких публикаций. Полная тишина. Может, они просто так существуют и ничего не делают. А может, что-то делают, но не пишут об этом отчеты в открытых источниках. Есть открытые, кстати, институты, ну, например, Монро-институт. Вот этот существует легально, и о нем все известно. Монро, институт Вирджинии, основан в 1974 году. Что они там делают? Они учат выходить из тела с помощью звуковых волн. Технология называется хемисинк, когда в правое и левое ухо подаются звуки разной частоты, и мозг начинает синхронизироваться на этих частотах. И знаете, кто с ними сотрудничал? Ну, так сказать, кто пополнял их бюджет? НАСА, правительство США, ЦРУ и военные. И это не скрывается. Это у них есть в открытом доступе, и программы у них открытые. А вот результаты исследователей, методики, технологии, доступа нет. Знаете, в общем, в чем прикол? Я лично не верю в теории заговора. Обычно это способ для ленивых объяснять что-то сложное простым. Но есть факты. Факт первый. Правительства практически многих стран этого мира тратят миллионы долларов на исследование сознания. Факт второй. Существуют закрытые институты с непрозрачной отчетностью, которые изучают возможности подсознания. Факт третий. ДМТ, который вырабатывается в мозге человека, вызывает различные состояния, идентичные мистическим переживаниям, реально существует. Факт четвертый. Медитация реально меняет физиологию, влияет на гены и замедляет старение. Научный факт. Факт пятый. Военные уже давно используют все эти технологии для подготовки солдат. И не только. И вот вопрос. Если это все работает, то почему нас не учат этому в школе? Почему в университетах нет факультетов «Практика выхода из тела»? Ну, как пример. Почему ДМТ до сих пор в списке запрещенных веществ, хотя он вырабатывается прямо у тебя в голове? Может, потому что просветленными людьми труднее управлять? Может, потому что человек, который может выходить из тела и не боится смерти, неудобный? А может быть, потому что не боящегося смерти нельзя никак напрячь и управлять с ним с помощью страха? Может, потому что солдат, который медитирует 15 тысяч часов, невозможно потом сломать каким-то допросом? Вот тебе и ответ. Почему некоторые исследования под грифом «секретно», а другие нет? И, кстати, все это хочется проверить на себе. Без ДМТ, без военных технологий, без секретов, без каких-либо институтов. И это просто. Просто нужно начать медитировать. И все эти способы на самом деле в широком доступе.
Все способы, что реально работают и подтверждены наукой. Шаг первый, кстати. Каждый вечер перепросмотр дня. 15 минут вполне достаточно. Прокручиваешь день задом наперед и находишь потери энергии. Дышишь, вдох справа, выдох налево. Забираешь свое негативное направо. Отдаешь все чужое. Шаг второй. Каждое утро это записываешь свои сны. 10 минут достаточно. Сразу после пробуждения. И сны станут ярче, станут более осознанны. Шаг третий. 10 минут медитации в день. Просто сиди, следи за дыханием, мысли уходят, эмоции проходят, возвращается сконцентрированное внимание для общего процесса и понимания. Шаг четвертый. Раз в неделю это полная тишина, полный информационный детокс. Ни телефона, ни телека, ни разговоров, просто ты и природа. Шаг пятый. Через полгода проверь все свои реакции на стресс. Ты все так же дергаешься или стал спокойнее? А я знаю ответ. И это не требует никаких денег, не требует покупки каких-либо курсов, не требует никаких закрытых лабораторий, а только ты и твое внимание, ну и немного времени. А через 15 тысяч часов практики ты становишься как монах, прям в миру. И твой мозг работает так, как даже военные не умеют. Ну а теперь помните, с чего мы начали? Просветленные йоги, эзотерики, военные, закрытые институты, ДМТ. Знаете, что во всем этом самое смешное? Вы можете потратить всю свою жизнь, пытаясь найти секретные технологии. Можете искать тайные лаборатории, можете пытаться достать запрещенные вещества, а можете просто сесть в тишине и начать дышать. И ваш собственный мозг сделает все сам. Выделит нужные молекулы, перестроит нейронные связи, откроет все двери, о которых вы даже не подозревали. Потому что все секретные технологии, они уже находятся внутри вас. Просто их нужно активировать. И, кстати, военные и всякие там академики в научных институтах все это знают. И в правительстве тоже про это знают. Вопрос только лишь, знаете ли об этом вы? Ой. В общем, если ты дослушал все до конца, ты либо конспиролог, либо ты любопытный, либо ты сумасшедший, и твой мозг уже начал выделять ДМТ. От того количества информации, которую ты уже употребил. В любом случае, чувак, ты свой. Поставь лайк, ставь отметку, как флажок в этой реальности. И подписывайся. Входи в орден тех, кто не боится смотреть туда, куда другие даже не ходят. Потому что боятся. И помни, самое секретное исследование – это твое собственное сознание. Так что можешь начинать прямо сейчас. И да, если найдешь тот самый НИИ в Казани, передавай им от меня привет. Скажи, что Шут спрашивал, когда уже они опубликуют мои результаты. И передавайте привет Сергею Николаевичу. Ну, а если встретите просветленного, который реально медитировал 15 тысяч часов, спросите у него, обязательно спросите, как там на той стороне. В общем, дорогие мои, ДМТ работает. И он прямо сейчас в вашей голове. Активируйте и увидите все сами.